Здравствуйте, с вами в шлеме, это разбор полетов с Андреем Гавом. По многочисленным просьбам я сегодня не буду злорадным, а моя речь будет упоительна и добра. Нет, вру, так же как и вы себе врете, обещая завтра начать ездить спокойнее и аккуратней. В этих выпусках не будет рассусоливания и всеобщей любви. Мой голос будет продолжать шрамировать ваш мозг, выжигая на подкорке простейшие алгоритмы. Начнем. Самая частая причина аварий при обгонах – это пренебрежение правилам левее левого и правее правого. Любой водитель на любом транспортном средстве, едущий в крайней полосе, а тем более готовящийся на поворот с этой полосы, психологически не готов увидеть левее или правее себя кого-нибудь еще. Особенно как вот в этих ситуациях. При повороте через встречку, стоя у самой разделительной полосы, внимание сконцентрировано только на встречке. А мудак, который решил, что успеет, и его видно, как всегда ошибается. Ну, во-первых, не успеет. А во-вторых, зачастую он находится в мертвой зоне зеркал машины, которая стоит на поворот уже под небольшим углом. И когда я под подобными видео снова и снова вижу гневные комменты в адрес автомобилиста, комментаторам у меня вопросов нет. Они явно не в своем уме. У меня больше риторический вопрос. Может лишать прав всех тех, кто не видит явное нарушение правил в подобных авариях? Погнали дальше. Это Колина какой-то. Я говорю, слушай, блин, не едешь и молодец. Все, если это исключение там получается что-то не решить, я иду одна. Я говорю, иди куда хочешь уже, иди. Машка звонит, Катька звонит, все. Вот. Все, при мне это. Какого ляда этот дебил поехал на красный свет? Дебил, потому что. Вот выйди ему и морду набей. Я в очередной раз охренел. И мне глубоко пофиг, что автомобилист вроде бы тоже нарушил. Там сплошная линия и вроде бы автомобилям запрещен поворот налево, а светофор чисто пешеходный. Но какая разница, что нарушила машина, если сам мотоциклист нарушил кучу правил писанных и нет. Первое, едет по встречке. Второе, не останавливается на красный. Третье, не обращает внимания на то, что все машины стоят. И стоят же, мать вашу, не просто так. И нашлись же те, кто рьяно его защищают. Вы серьезно считаете, что он все сделал правильно? Тогда у меня для вас плохая новость. Вы труп. Возможно, не сегодня, но завтра точно. Подытожим. Помимо явного пренебрежения запрещающим сигналом светофора, что еще не учел от горя ездок? Давайте, как всегда, напишем в комментах. Для эпизода с чудо-мотоциклистом ставим видео на паузу и пишем. Жду. Написали? Ну, теперь давайте сверим наши выводы. Первое. Левее левого. При любом обгоне ваши риски возрастают многократно из-за вашей незаметности и невозможности быстро среагировать, если что-то пойдет не так. Но при обгоне левее левого и правее правого ваш риск находится в зоне, которую я называю так. Если все закончится хорошо, тебе крупно повезло. Помните это всегда. Обгоняя левее левого и правее правого, вы крутнули барабан того самого револьвера. Второе. Любое изменение в дорожном рисунке вас должно настораживать. Любое. Да, вот так. Если вы участник движения на допах, вы всегда должны быть начеку. А если вы еще и на мотоцикле, то ваша концентрация должна быть как у боевого летчика на боевом вылете. Некоторые мне пишут, мол, я не могу быть сконцентрирован более получаса. Окей, не катай на байке больше получаса, не подвергай риску себя и окружающих. Так вот, в этом случае, даже если не брать во внимание красный свет, очень явное изменение в дорожном рисунке. Все машины стоят, не припаркованные на обочине, а все машины стоят в две полосы, и впереди нет никакой пробки. Ну серьезно, тебя это не насторожило? Тебя вот это не заставило задуматься и притормозить? И ты решил, как лохов, всех по встречке объехать с ветерком? Ну, тогда добро пожаловать в разбор полетов с Гавом. Погнали дальше.
Сразу два сюжета, обгоны на трассе. Это ужасно, но по откровенной глупости погибли две девушки. Первая не учла сразу несколько факторов: погодные условия, плохой обзор и дорожная разметка, превращающаяся в лед. Никогда не переоценивайте свой опыт и умения, особенно в ухудшившихся погодных условиях. В такой ситуации и без ваших явных ошибок мотоцикл может уйти из-под задницы. А если вы посчитаете, что кто-то медленно едет, а вы можете быстрее, то все закончится вот так вот. Если есть возможность, всегда переждите непогоду. Если нет такой возможности, крадитесь без лишних агрессивных действий. Потому что в подобной ситуации, в отличие от машины, даже в малюсеньком аквапланировании вы, скорее всего, ляжете. И куда вас после этого унесет, в кювет или под встречку, никому не известно. Здесь же риски подобного маневра явно превышали здравый смысл. В подобных случаях никогда не отключайте свой страх и всегда прислушивайтесь к нему. А большие грузы вы вообще должны бояться как огня. Они не видят вас вообще, но с их массой это уже не их проблема. Не притирайтесь к ним никогда, не давайте им возможности стать к вам слишком близко. Грузовик забудет, что вы перед ним или сбоку. Вы провтыкаете, заглохнете, а он поедет и не заметит даже, как вас переедет. Надеюсь, теперь не нужно объяснять, почему не стоит притираться сразу к двум грузовикам на скорости. Увы, эта ошибка стоила жизни его жене. А чтобы вы усвоили урок с грузовиками, вот вам еще один видосик. Сторонитесь больших грузов, как огня, не притирайтесь к ним ни с какой стороны. И не давайте им возможности притереться к вам. И последний сюжет. Трагическая авария с Марией Басовой. Сразу хочу сказать, что рассматривать степень вины авто мы не будем, она и так очевидна. Авария же Маши послужит наглядным примером, что даже одна маленькая ошибка может обернуться ужасной трагедией. Сначала рассмотрим Машу с точки зрения профессионализма, как пилота спортбайка и гражданского мотоциклиста. А это, как мы с вами знаем, две абсолютно разные величины. Маша имела огромный опыт как пилот спортбайка, постоянно оттачивала свое мастерство на треке, на котором бывала, как только предоставлялась возможность, и добилась там неплохих результатов. О чем свидетельствуют все те, кто с ней гонялись, например, как Сергей Конюхов. Она для нас была очень близким другом, товарищем, она была очень замечательным пилотом, у нее очень большой был и хороший опыт пилотирования мотоциклом, она владела как аса, утирала нос очень часто таким бывалым гонщиком, она была профессионалом. Кстати, я хочу принести извинения Сергею за то, что использовал сказанное им как собирательный образ защитников Моники из прошлого выпуска разборов. К сожалению, голимые телевизионщики, как всегда, обманули всех, используя видео и слова Сергея о Маше и ее мастерстве на треке в сюжете о Монике. Вот такие дела, брат. Все пруфы подтасовки материалов телевизионщиками имеются.
Просто в очередной раз убедился, что ТВ – это помойка. И люди, работающие на всем известных каналах, ради громкого секундного заявления пренебрегнут всеми правдами и истинами. Сергей Конюхов не давал интервью о Монике. А мы продолжаем. Мы выяснили, что Маша была достаточно хорошим гонщиком на треке. Постоянно совершенствовала свое мастерство. Но какая она была как гражданский мотоциклист, не путала ли она трек с городом. И тут оказалось все хорошо. Маша гонялась только на треке, в городе же она была ответственным гражданским мотоциклистом. Не рискующим понапрасну, не подвергающему риску ни себя, ни окружающих. Всегда в экипе, всегда осознавала степень риска мощности своего байка. И не позволяла себе в городе настроение ракетчиков. Даже в роковые секунды она не превышает скорость, двигаясь со скоростью проезжающих авто. Но что же пошло не так? В чем была ее ошибка? На что она не обратила внимания? Напишите свой вариант в комментах. Сюжет с Машей. Ставим видео на паузу и пишем. Жду. Написали? Сверяем. Изменение дорожного рисунка. Причем перед самым столкновением это было очевидно, но звоночки были и чуть ранее. Вот, первая машина, выехавшая из этого поворота. Маша должна была ее заметить и понять, что там есть выезд. А выезды и перекрестки, как мы знаем, это всегда зона повышенного внимания и риска. Теперь о явном звонке. Автобус останавливается. Причем он не заруливает на остановку, он останавливается в своей полосе. Все, стоп! Это явный признак, что впереди что-то не так. Даже если автобус стоит на остановке и я не вижу, что происходит за ним, я всегда мимо него крадусь. Потому что когда-нибудь обязательно найдется тот пешеход, который выскочит перед ним прямо вам под колеса. А тут автобус в тормоза, в своей полосе, прямо перед выездом, где только что выезжала машина. К сожалению, отличный пилот спортбайка, отличный гражданский мотоциклист, едущий в полном экипе, не нарушая ПДД, допускает одну малюсенькую ошибку. Не замечает пару небольших звоночков. И все. Искренне жаль Машу. А вы делайте выводы. Город — это опаснее трека и в 100 раз сложнее. Учитесь читать дорожный рисунок. Тренируйте свою внимательность наравне с умением управлять байком. Вот, кстати, аналогичное ДТП, только машина и мотоцикл поменялись местами. Не забывайте подписаться на наш канал и на мой инстаграм. Ссылочка в описании. Как станет в моем инстаграме нас 10 тысяч, я расскажу про свое первое ДТП и о его причинах. Берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом. Пока.